Сегодня трудно представить, что Константинополь, центр православного мира, последний год своей истории официально считался католическим городом. Почему союз с Римом не спас империю и как на него отреагировали на Руси? Идея объединения православной и католической церквей существовала постоянно с момента самого раскола. Попытка на Втором Леонском соборе 1274 года была отвергнута восточными церквями. К 15 веку Византия фактически ограничилась городом Константинополем и его окрестностями. По хроникам, большинство греков не стремилось восстанавливать империю. С началом Константского собора византийцы вновь направили делегацию для переговоров об унии. В 1422 году турки осадили Константинополь, но сняли осаду из-за внутреннего мятежа. Стало ясно, без внешней помощи Византия долго не продержится. Византийцев прежде всего влекла прагматическая цель – заручиться поддержкой Запада против турок, а не искренние чувства. Папа Евгений IV видел в переговорах возможность укрепить свой авторитет. В 1439 году Базельский собор официально низложил его и избрал антипапу, поэтому Евгений IV созвал свой собор в Ферраре. Туда и отправилась греческая делегация с императором и патриархом Константинопольским. Представителем Руси был архиепископ Киевский Исидор. Также участвовали Виссарион, епископ Никейский, и Марк, архиепископ Эфеса. Сербия и Грузия на соборе не были представлены. Все расходы на переговоры и содержание византийской делегации взяли на себя католики. Делегацию приняли с почетом, но сразу возникли трения. Марк Эфесский отказался целовать ноги папы, как того требовал обычай, и только уступка папы позволила продолжить обсуждение. В начале Феррарского собора византийский император настоял на том, чтобы они подождали прибытия католических монархов, но они так и не приехали, поэтому первые 2 месяца он занимался охотой. К тому же в Ферраре вспыхнула чума. Католики начали беспокоиться, что содержание собора становится слишком дорогим. Финансовую поддержку оказал Козимо Медичи. По его настоянию собор в 1439 году перенесли во Флоренцию. Подписывайтесь, пишите комментарии и ставьте лайки. Когда светские правители не прибыли, собор сосредоточился на богословских дискуссиях. Первые 3 месяца обсуждали пункт о филиокве. В итоге православная делегация согласилась с католической позицией, что Святой Дух исходит также и от Сына, но не была обязана произносить это вслух. Остальные вопросы решили быстрее. Православные признали возможность причастия пресноками, но могли использовать квасной хлеб. Уния признавала за папой историческое первенство над всей церковью, как преемника апостола Петра. На соборе было решено не требовать от восточных священников отказа от брака. Главными сторонниками воссоединения церквей были Виссарион Никейский и Исидор Киевский. Патриарх Константинопольский скончался за месяц до совершения собора, но успел написать письмо с одобрением объединения. Его похоронили во Флоренции. Уния была подписана 6 июля 1439 года, годовщину казни Яна Гуса, что многие современники сочли символичным. Единственный отказ дал архиепископ Эфесский Марк, но император Иоанн VIII Палеолог лишил его права вето, и уния формально считалась принятой. Статьи унии торжественно огласили в соборе Санта-Мария-дель-Фьоре, тогда крупнейшем христианском храме. Папа лично возглавил мессу. Даже после подписания Флорентийской унии католики оставались недовольны византийским императором и его окружением, понимая, что ими руководили скорее государственные интересы, чем искренняя вера. Вслед за соглашением с византийцами были заключены унии с армянской, коптской, эфиопской, халдейской, маронитской, яковитской и несторианской церквями, всего 8 актов, однако большинство восточных паствов их отвергло. Православные делегаты вернулись в Константинополь через Венецию после почти 2 лет отсутствия. Большинство духовенства и мирян категорически отвергли унию, а положение императора стало шатким. Фактически перед византийцами стала дилемма – опираться на католиков или османов. Большинство выбрало второе, поскольку турки не требовали отречения от веры. Вокруг Марка Эфесского сплотились защитники православия. Виссарион Никейский в результате давления пасты в 1440 году уехал в Италию, где стал кардиналом. В 1443 году патриархи Иерусалима, Александрии и Антиохии, находившиеся под османской властью, собрали собор в Иерусалиме и отлучили всех сторонников унии. Категорически ее отвергли и монастыри Афона, которые уже давно находились под османской властью. Несмотря на это, император назначил патриархами приверженцев унии Митрофана Кизикского и Григория Маму. Последний после собора в Константинополе был вынужден бежать. Митрополит Исидор Киевский после Флорентийской унии стал кардиналом. По возвращении в Москву перед ним несли латинский крест, а на литургии в Успенском соборе вместо восточных патриархов поминали папу Евгения IV. Тогда великий князь Василий II приказал арестовать Исидора, впоследствии он бежал в Рим. Из-за унии русская митрополия оказалась в расколе с Константинополем, административном, но не догматическом. В 1448 году она провозгласила себя автокефальной. Признание Константинополя Московского патриаршества состоялось только в 1589 году, через 140 лет.
Киевская митрополия под контролем Литвы осталась под юрисдикцией Константинополя. Уния не принесла Византии реальной помощи, западные христиане не защищали Константинополь. В 1442 году папа начал готовить крестовый поход против османов из Венгрии и Средиземноморья. Он действительно был организован, но главным образом под руководством католических правителей Польши и Венгрии и завершился поражением при Варне в 1444 году. Находясь на грани катастрофы, новый император Константин XI пытался требовать деньги с османов, что привело к войне. Он обратился к Риму в надежде на помощь Запада. В конце 1452 года в Софийском соборе была отслужена католическая месса, и император Константин XI публично подтвердил принятие Флорентийской унии. Формально к моменту падения города в 1453 году Константинополь был католическим. При этом император сталкивался с сопротивлением духовенства и народа. Командующий флотом Лука Нотара заявил: «Лучше видеть царствующей в городе турецкую чалму, чем латинскую тиару». Константинополь был взят с помощью артиллерии, закупленной у западных католических государств. Новый османский правитель Мехмед II назначил патриархом противника унии Геннадия Схалария. Тот немедленно отказался от филиоквии. Великая схизма восточной и западной церквей возобновилась. Позднее, в 1472 году, Греческий собор подтвердил недействительность объединения с католиками. Флорентийская уния не только укрепила личные позиции папы Евгения IV, но и усилила авторитет папства в целом. Особенно это проявилось в противостоянии с Базельским собором и антипапой Феликсом V. Они продвигали идеи усиления роли Вселенского собора, стремясь ограничить влияние папы на решение церкви. В Москве Флорентийская уния рассматривалась как измена православной вере. Русские видели себя последним оплотом православия и Москву как Третий Рим. При этом Москва продолжала находиться под монгольским игом. Подписывайтесь на канал, чтобы знать больше и не пропустить новые видео.